Всем привет! Вы на канале Bad Polygon. Вот и подошел к концу курс для начинающих в блендере. Конечно же, впереди будет еще много уроков, которые я с радостью буду переводить для вас, и касаться они будут не только блендера. Если вам понравился перевод этого курса, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Пишите, какие уроки вы бы хотели еще увидеть на моем канале. В первом уроке я предупреждал, что на момент перевода текущая версия блендера сильно разнится с версией на видео, а следовательно какие-то пункты меню могут не сходиться с вашей текущей версией. Не переживайте, если что-то не можете найти, присоединяйтесь к чату в Telegram, и мы обязательно во всем разберемся. Ссылочки я оставлю по традиции в описании этого видео. Что ж, а сейчас давайте перейдем к уроку. Добро пожаловать в 15-ю и заключительную часть серии Blender 2.8 Beginner Tutorial. В этом видео мы более подробно рассмотрим движок рендеринга Cycles, который представляет собой физический рендер, что означает, что мы можем создавать более фотореалистичные рендеры нашей 3D-сцены. Мы рассмотрим некоторые из наиболее важных настроек, а именно немного отрегулируем нашу сцену, чтобы, например, капли воды лучше работали с движком Cycles, а также отрендерим изображение с помощью этого движка, используя функцию шумоподавления для удаления шума с этих изображений. Как всегда, вы можете найти временные метки в описании видео ниже. Если вы хотите прослеживать их, вы можете бесплатно зарегистрироваться в нашем разделе ресурсов и загрузить все бленд-файлы, текстуры и видео из этой серии уроков и наш удобный Blender 2.8 Shotcut PDF. Меня зовут Зак Рейнхард на cgboost.com, и давайте начнем. Итак, прежде чем мы начнем, обратите внимание, что в этом видео я использую альфа-версию Blender 2.8.1, так как хочу использовать новую функцию Denoising Filter, который недоступен в Blender 2.8.0. На момент просмотра этого видео Blender 2.8.1 еще не вышел. Последнюю версию вы можете скачать по адресу builder.blender.org/download. Итак, прежде чем мы перейдем к настройкам рендеринга Cycles и всему остальному, давайте внесем кое-какие корректировки. Прежде всего, давайте перейдем в Edit Preferences, далее в System, и как видите здесь у нас есть Cycles Render Device. По умолчанию выставлен None, но для рендеринга сцены в Cycles я хочу использовать свою видеокарту, потому что в моем случае, так же как и во многих других случаях, это быстрее, чем использование только процессора. Если вы используете видеокарту NVIDIA, включите CUDA, а если вы используете видеокарту AMD, включите OpenCL. В моем случае, так как я использую GeForce GTX 1080 Ti, я включаю CUDA. Вы можете рендерить с помощью видеокарты и процессора одновременно, если включите его здесь. Но так как я параллельно записываю все это с экрана, я не буду задействовать CPU и GPU одновременно, оставлю только GPU. Итак, закроем окно. И прежде чем мы переключимся на Cycles, я нажму F12, потому что я хочу получить эталонный рендер движка Eevee, который мы позже сравним с рендером Cycles. И еще потому, что по умолчанию, когда вы что-то рендерите, текущий рендеринг перезаписывается. И чтобы этого избежать, мы можем временно сохранить рендер прямо в Blender. Как видите здесь, этот рендер был отрендерен в слот 1. Если я сейчас переключусь на слот 2, вы увидите, что он пуст. И каждый раз, когда я буду делать новый рендер, он будет сохраняться во втором слоте. И я могу переключаться между ними и сравнивать их. Теперь нажмите Escape и перейдем к рабочему пространству Shading. Давайте разделим Viewport. Вот здесь в углу кликните левой кнопкой мыши и, удерживая, переместите в это окно в 3D вид. Теперь у меня есть две 3D проекции. В этой я нажимаю T, кнопку Home, кликаю средней кнопкой мыши и, удерживая, перемещаю ее в сторону. И включаю Rendered Viewport Shading. А здесь давайте включим Overlays и Gizmos. Итак, здесь у нас есть визуализированное представление, а здесь мы можем редактировать, и еще нам нужен редактор шейдеров. Потому что, как вы увидите через секунду, нам нужно будет настроить один материал в движке Cycles. Кроме того, я делаю это окно 3D Preview относительно маленьким, потому что Cycles требует большой производительности, и это может замедлить работу блендера в целом, поэтому чем меньше вы сделаете это окно, тем шустрее все будет работать. Теперь давайте перейдем к настройкам рендеринга. И здесь мы обнаружим Render Engine. Давайте переключим его на Cycles. Теперь это просчитывается с использованием CPU, и это относительно медленно, поэтому в Device я меняю это на вычисление GPU, чтобы движок использовал видеокарту вместо процессора. И первое, что вы замечаете, это то, что когда я перемещаюсь здесь, генерируется сильный шум, и постепенно, когда камера останавливается, шума со временем становится все меньше и меньше. С каждым шагом рендеринга шум уменьшается, и вы можете видеть, что у нас включено 32 сэмпла.
По сути, это означает 32 шага рендеринга, и поскольку Cycles это физический рендер, то простыми словами он работает аналогично реальному миру. То есть от всех источников света световые лучи отражаются в сцене и переносят свет, и из-за этого расчет отражения световой тени является сверхреалистичным и естественным. Это означает, что нам не нужно возиться со сложными техническими настройками теней и всем остальным. То есть в целом Cycles гораздо проще настроить, чем Eevee. Итак, как видите, настройки Cycles сильно отличаются от настроек Eevee. Мы все еще можем найти здесь что-то вроде Film и Transparent, но в целом настроек меньше, и они немного более продвинутые, например, такие как Light Path, которые мы не будем сейчас рассматривать. Но в конце концов, если вы просто хотите внести какие-то простые изменения, то все, что вам нужно изменить, это сэмплы. И в основном сэмплы рендеринга. Чем выше вы установите шаги рендеринга, тем менее шумным будет изображение. Однако, если вы хотите получить изображение совершенно без шума, вам нужно использовать 1000 сэмплов. Но так как такой процесс рендеринга может длиться бесконечно, мы позже используем denoiser, чтобы удалить полученный шум в изображении. Здесь вы можете видеть, что у нас также есть сэмплы viewport отображения в области просмотра. Видите, их 32. И у нас также есть сэмплы финального рендера. Итак, если вы хотите получить более высокое качество финального рендера, мы можем настроить эти сэмплы здесь. Если же окно просмотра слишком медленное, есть простой трюк, который вы можете сделать. Идем в Performance и здесь в разделе Viewport изменим Pixel Size, например, на 2. Тогда качество будет уменьшено значительно сильно, как вы можете видеть, но окно Viewport будет прорисовывать все гораздо быстрее. Но я хочу получить максимальное качество, поэтому я верну значение на автоматически. И кроме смены процессора и настройки сэмплов, вам не нужно больше ничего делать. Настройки вывода точно такие же, как и для движка Eevee. Как видите, мы сейчас используем 200%, а значит мы получим высокое разрешение. Итак, прежде чем мы сделаем тестовую визуализацию, нам нужно настроить несколько вещей. Итак, прежде всего, есть существенная разница в освещении. Если я выберу лампу, перейдем к настройкам лампы, вы заметите, что у нас нет настройки расстояния. И это влияет в основном на расстояние, на которое распространяется свет. И теперь мы можем видеть этот край досок, что мне не нравится. Итак, что мы делаем? Давайте выберем доски, войдем в режим редактирования, нажмем S для масштабирования, дважды X для фиксации вдоль локальной оси X и давайте просто сильно вытянем это. И поскольку мы использовали эту бесшовную текстуру здесь с проекцией прямоугольника на текстуре и выводом Object из Texture координат, текстура не будет растягиваться, что довольно круто. Мы просто покроем всю эту поверхность. Но мы все еще можем видеть здесь этот край, и поэтому мы также меняем счетчик модификатора Array. Для этого давайте перейдем к модификатору Array и увеличим Count до 30. Итак, теперь доски должны покрыть большую область на заднем плане, и тогда мы получим плавный переход в абсолютную темноту. Теперь вторая небольшая проблема – это капли воды. Как видите, они выглядят слишком черными, поэтому тень здесь довольно темная. Итак, давайте быстро это исправим. Для этого выделим один из объектов капли. И теперь мы попробуем сделать тень более прозрачной. Мы можем сделать это, просто добавив здесь Shader, Mix Shader. Далее Shift-A, Shader и давайте добавим прозрачный шейдер. А теперь с помощью этого прозрачного шейдера мы по сути будем делать тень более прозрачной. Прямо сейчас с помощью этого ползунка Factor мы просто делаем все более прозрачным. Это означает, что мы одновременно теряем интенсивность отражений, но я не хочу этого. Я просто хочу сделать тень более прозрачной. И для этого я мог бы с помощью Shift-A перейти в Input и добавить узел Light Path и подключить его из Shadow Ray к фактору Mix Shader. Итак, теперь вы можете видеть, что здесь есть капли воды с полным отражением, а тень полностью исчезла. Итак, с помощью этого узла мы по сути ограничили прозрачность только тени. И что самое интересное, если вы все еще хотите показать немного тени, вам просто нужно уменьшить яркость прозрачного цвета. Следовательно, если я уменьшу это, то вы увидите, что мы получим немного тени. Итак, давайте добавим немного тени, чтобы она выглядела немного более реалистично, но не слишком много. Теперь у нас есть относительно реалистичные капли воды в Cycles. И что самое интересное, если я сейчас вернусь в Eevee, то все это будет работать здесь и с этими же настройками. Итак, в целом, просто чтобы напомнить еще раз, в основном все, что вы создаете в Eevee или в Cycles, также будет работать и в другом движке. Это просто очень редкие крайние случаи, где не все сходится, как, например, с каплями воды и некоторыми небольшими отличиями
отличиями, как допустим в освещении без значений Custom Distance. Но в целом два движка рендеринга синхронизируются друг с другом, поэтому вам не нужно все настраивать, что довольно круто. Теперь перейдем к настройкам рендеринга, и пока уменьшим количество сэмплов до 32, просто хочу показать вам рендеринг с очень плохим качеством. Итак, давайте нажмем F12 и перейдем сюда, в Render Image. И теперь, как вы можете видеть, изображение визуализируется с помощью этих маленьких квадратов. И также, как вы можете видеть, по сравнению с Eevee это занимает гораздо больше времени. Представьте, что у нас здесь всего 32 сэмпла рендеринга, что относительно мало. А если вы будете рендерить это с помощью 1000 сэмплов, то, как вы понимаете, это займет еще больше времени. Следовательно, Cycles занимает гораздо больше времени в рендере, но конечный результат будет гораздо более реалистичным. Итак, как вы помните, рендеринг Eevee занял примерно 12 или 13 секунд, а здесь 52 секунды, но изображение по-прежнему очень шумное. И еще здесь не хватает эффекта Bloom. Он недоступен в Cycles. Тем не менее, это может быть достигнуто при постобработке, либо в композиторе блендера, либо позже, добавив это, например, в Photoshop. Но мы не будем затрагивать эту тему в этом уроке. Давайте быстро сравним это с рендером Eevee. Если я вернусь к слоту номер 1, вы увидите, как это выглядит, и для быстрого переключения между слотами вы также можете использовать клавишу J. И здесь вы можете увидеть разницу. У нас есть небольшая разница в освещении и тенях, но в целом, я думаю, рендер Cycles также выглядит довольно неплохо. Итак, теперь возникает вопрос, как нам избавиться от шума. Прежде всего, давайте переключимся на слот номер 3, чтобы потом также сравнить его, и нажмите эту кнопку, чтобы вернуться. Здесь внизу вы можете видеть, что редактор изображений все еще включен. Нажмите Escape, чтобы вернуться в редактор шейдеров. Теперь в версии 2.8.1 Blender поставляется с двумя denoiser. Итак, здесь я использую альфа-версию 2.8.1, которую вы можете скачать по этой ссылке. Потому что в ней есть новая функция шумоподавления. Прежде всего, я покажу вам старую версию, которая также есть в стабильной версии 2.8. Чтобы включить ее, вам нужно перейти в View Layer и просто включить здесь Denoising. Здесь в настройках вам ничего менять не нужно. Все, что вам нужно сделать сейчас, это снова отрендерить сцену, нажав F12. Здесь внизу нажмите Ctrl-пробел, чтобы перейти в полный экран. Итак, это рендеринг с 32 сэмплами, и если я немного увеличу масштаб, вы увидите, что некоторые из этих маленьких блоков были удалены, а другие будут удалены немного позже. Таким образом, шум будет удален. Итак, это изображение с 32 сэмплами и включенным denoiser по умолчанию. Как видите, в целом это работает довольно хорошо. Однако, если мы увеличим масштаб, мы увидим, что в некоторых местах у нас есть некоторые артефакты. И в целом проблема шумоподавителей в том, что вы теряете детали. Еще здесь вы можете видеть, что в некоторых областях у нас есть какие-то странные артефакты, которые выглядят не очень хорошо. Дело в том, что когда вы используете этот denoiser, вам все равно придется использовать довольно большое количество сэмплов рендера, а затем использовать этот denoiser, чтобы просто удалить немного шума, который все еще остался. Но это все равно достойный результат, если сравнивать шумным рендером без denoiser. Однако в Blender 2.8.1 у нас есть вариант получше, и для этого давайте снова используем новый слот, чтобы мы могли сравнивать его с другими. Давайте нажмем Escape, чтобы вернуться, и еще Ctrl-Space, чтобы отменить полноэкранный режим. Для того, чтобы заставить работать другой denoiser, мы должны перейти в View Layer и отключить здесь этот denoiser, потому что мы не будем его использовать. Затем идем в Passes и включаем Denoising Data. Итак, Passes и Denoising Data — это по сути дополнительные данные рендеринга, которые Blender создаст во время рендеринга изображения, а затем в композитор мы сможем получить доступ к этим данным и что-то с ними сделать. А что это значит, вы увидите через секунду. Итак, всякий раз, когда вы что-то меняете здесь, включаете или отключаете что-то, вам нужно повторно рендерить изображение, чтобы эта новая информация также была создана. Итак, что я делаю? Я нажимаю F12. Итак, рендеринг завершен. Как вы можете видеть, чтобы использовать другой denoiser, нам нужно переключиться в рабочую область Compositing. Здесь мы должны включить Use Nodes.
Мы будем использовать композитор, как видите, который представляет собой инструмент на основе нодов для настройки ваших рендеров после процесса рендеринга. Это немножко похоже на редактор изображений. Поскольку вы можете настроить рендеринг, приведу здесь лишь небольшой пример. Кстати, чтобы увидеть, что здесь происходит, просто удерживайте Ctrl-Shift и кликните левой кнопкой мыши на узле Render Layers. Тогда будет создан этот узел View, который отобразит изображение на заднем плане. Нажмите N, чтобы скрыть эту боковую панель. А чтобы увеличить или уменьшить масштаб фона, вы нажимаете V или Alt-V. Уменьшить V, увеличить Alt-V. Давайте уменьшим его. И как вы можете видеть, узел Render Layers имеет здесь все эти разные выходы. И все эти выходы являются разными проходами. Таким образом, все, что мы настроили здесь во View Layers Passes, будет отображаться здесь как выходные данные из узла Render Layers. И если я зажму Ctrl-Shift и буду кликать левой кнопкой мыши, вы увидите, что я просматриваю все эти проходы. И вы можете видеть, что эти проходы содержат различную информацию, которую мы можем использовать в постобработке после рендеринга. Очень быстрый пример того, как можно настроить рендеринг, это если я нажму Shift-A, перейду в Color и добавлю Node Hue Saturation Value. Далее подключим это к Image и подключим выход Image к узлу Composite и к узлу Viewer. Итак, узел Viewer показывает результат на заднем плане, а узел Composite важен для вывода окончательного изображения в конце. Итак, сейчас используется Node Hue Saturation Value, который вы уже знаете из редактора шейдеров, в котором мы можем настраивать материалы. Так, например, здесь мы можем изменить оттенок изображения. Итак, у нас есть входные данные от визуализированного изображения, далее мы меняем цвет и выводим это в узел Viewer и в узел Composite. Таким образом, мы можем легко настроить рендеринг здесь в Composite, и все, что вы здесь настраиваете, должно быть с включенным параметром UseNodes. И тогда, когда вы повторно визуализируете свое изображение, оно автоматически примерит все настройки, которые вы установили здесь в Compositor. Кроме того, у нас также есть кое-что, например, в фильтрах. Есть фильтр Blur для размытия всего изображения, если захотим. Итак, есть куча всего, что вы можете сделать, но сейчас я не хочу углубляться в этот композитор. Сейчас я хочу показать вам, как использовать другой денойзер. Итак, прежде всего, давайте нажмем Shift-A, перейдем в фильтр, и здесь, как вы видите, у нас есть фильтр Denoise. Давайте поместим его сюда, и, как вы можете видеть, у нас есть несколько входов. Изображение, это фиолетовый, Normale и Albedo. И все, что нам нужно сделать, это соединить Noise Image с Image, Denoising Normal с Normal, Denoising Albedo с Albedo. Теперь, чтобы лучше увидеть результат, давайте немного сдвинем временную шкалу и изменим ее на редактор изображений. И чтобы увидеть здесь результат Compositor, кликните здесь и выберите Render Result. Это тот самый результат, который мы получили в узле Composite или Node Viewer. Давайте используем Node Viewer, который является входом этого узла Viewer. Итак, теперь давайте немного увеличим масштаб, чтобы увидеть, что здесь происходит. Как видите, из-за наших 32 сэмплов рендера шума довольно много. И теперь, если я соединю выход Image нода Denoise с нодом Viewer, а также с узлом Composite, вы увидите через секунду, после того, как это будет вычислено, как этот Denoise будет выглядеть. Итак, вы видите, шум исчез. И давайте проверим здесь. Итак, еще раз, это было зашумленное изображение. И это результат с Denoiser. И я думаю, что работает он неплохо, но давайте теперь сравним его с другим Denoiser, чтобы увидеть, действительно ли он работает лучше, чем этот Denoiser. Итак, давайте нажмем здесь Ctrl-пробел, чтобы перейти в полноэкранный режим. Возможно, давайте еще увеличим здесь масштаб, чтобы мы могли видеть детали. И чтобы иметь возможность переключаться на другие результаты рендеринга. Мы должны переключиться здесь, на Render Result. Итак, вы можете видеть, что здесь также есть слоты, но сейчас вы можете видеть, что шумоподавление не работает. Иногда, когда результат рендеринга из этого узла Composite не обновляется, вы можете просто переместить это из узла Composite и снова подключить. И как вы можете видеть, теперь это будет пересчитано, и через секунду мы должны увидеть результат Denoise. Теперь давайте снова нажмем Ctrl-пробел. И теперь давайте перейдем к слотам, а именно к слоту номер 3 с другим Denoise. И как вы ясно видите, особенно на каплях воды, мы потеряли много деталей с первым Denoise. Кроме того, у нас здесь были артефакты, особенно здесь. Перейдем к слоту номер 4.
Здесь вы можете видеть, что эти артефакты исчезли, и это здорово, а капли воды и тому подобное, на мой взгляд, выглядят намного лучше. У нас даже на яблоке есть немного больше деталей. Сейчас, в общем, мы используем очень мало сэмплов, поэтому я не рекомендую делать финальный высококачественный рендер всего с 32 сэмплами. Поэтому сейчас я хочу сделать финальный рендер с высоким качеством. И для этого мы увеличим сэмплы рендеринга. Давайте нажмем Ctrl-пробел, перейдем к настройкам рендеринга, увеличим количество сэмплов рендеринга до 256 и перейдем к слоту номер 5. Итак, теперь я снова рендерю с более высоким качеством и этим денойзером, а затем мы посмотрим, как этот результат будет выглядеть по сравнению с другими рендерами. Итак, нажимаем F12. Итак, рендеринг завершен, как видите, и давайте увеличим масштаб, чтобы рассмотреть детали. Итак, это уже версия с денойзером, но давайте сначала проверим версию без него. Для этого давайте соединим Noisy Image с нодом Composite. Итак, как видите, в целом это изображение уже выглядит неплохо. У нас есть некоторый шум здесь, в более темных областях, которые мы можем ясно видеть. Я думаю, это здесь, где отражение яблока сильнее, и у нас много шума здесь, в этих каплях воды. Теперь давайте повторно соединим нод Denoise с нодом Composite и посмотрим, улучшится ли ситуация. Как видите, все значительно улучшилось во многих областях. Здесь в некоторых областях вы можете видеть, что у нас все еще есть немного шума. Поэтому я думаю, что в итоге нам все равно нужно будет отрендерить это с еще большим количеством сэмплов, если мы хотим получить более высокое качество. Теперь давайте быстро сравним с предыдущим рендером с 32 сэмплами рендеринга и композитор денойзером. Давайте перейдем к четвертому слоту, и вы определенно можете увидеть на рендере с 256 сэмплами мы имеем гораздо больше деталей. Итак, если вы сейчас увеличите количество сэмплов рендеринга до 1024 или что-то в этом роде, и мы сделаем рендеринг, это определенно займет намного больше времени, но вы, вероятно, также получите гораздо лучшее качество. И да, если вы просто смотрите на это издалека и не слишком вникаете в эти детали, то это уже выглядит фантастически. Итак, я думаю, что этот фильтр Denoising отлично подходит для удаления окончательного шума с вашего изображения, но, как уже упоминалось, я бы все равно использовал большее количество сэмплов, чтобы повысить качество изображения. Итак, теперь я хочу сохранить это изображение, поэтому давайте нажмем Ctrl-пробел, чтобы сделать это во весь экран. Как уже упоминалось, мы находимся в редакторе изображений, и теперь, чтобы сохранить это, нажмите Image Save As. И как вы можете видеть, в Blender 2.8.1 файловый браузер выглядит немного иначе, но в целом это просто перестановка всех инструментов. По сути, все можно найти как и раньше. Итак, переходим в папку рендера, выбираем сцена яблоко 01, это был рендер Eevee, а я хочу сохранить файл как Apple сцена 02. Вот что мы можем сделать. Вы можете нажать кнопку плюс на нампаде, или же здесь на плюс или минус, увеличить или уменьшить число. Затем здесь мы можем изменить формат файла. Я хочу сохранить 16-битный RGB, а затем просто нажать Save as Image. Теперь вы можете открыть это на своем жестком диске. Как видите, это рендер Cycles, а это рендер Eevee. Рендер Eevee, как вы можете видеть, намного темнее, и в целом, я думаю, рендер Cycles выглядит намного лучше. Итак, теперь вы можете делать с этим изображением все, что захотите. Делиться им в социальных сетях или показывать своим друзьям. Далее здесь в Blender вернемся в Layout и сохраним сцену. Да, ребята, я надеюсь, что теперь у вас есть отличное представление о том, как использовать Cycles для создания более сочных рендеров ваших 3D сцен. Это было последнее видео из этой серии. Надеюсь, вам понравилось и вы многому научились. Если у вас есть какие-то окончательные результаты, вы можете поделиться ими со мной в Twitter или Instagram. Я хотел бы увидеть ваши рендеры. Кроме того, сообщите мне в комментариях, какие еще темы вы хотели бы видеть в будущем на этом канале YouTube. И, как всегда, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и отметьте колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить новые видео. Если вы сейчас воодушевлены и хотите узнать больше о Blender, вам могут понравиться наши курсы, которые вы сможете найти на сайте academy.cgboost.com. Там вы сможете найти, например, наш курс Blender 2.8 Launchpad, который представляет собой исчерпывающее введение в Blender 2.8 с примерно 200 легкими и короткими видеороликами и забавными упражнениями. И там вы также узнаете, как создать полностью анимированную сцену с нуля.
Здесь мы рассматриваем темы, которые не рассматриваются в этой серии руководств. Если вы хотите узнать больше и посмотреть бесплатные предварительные видео, перейдите по ссылке ниже. Большое спасибо за просмотр и подписки, ребята. Увидимся в одном из моих следующих видео. До встречи.